В эту камеру можно пройти, залезть на нары, посидеть. Десять иностранцев из Европы, Африки, Азии и Дальнего Востока отправляются по уникальным туристическим маршрутам Енисейской Сибири и оказываются в самых непривычных и удивительных для себя местах. В этом выпуске Кунтак Дутта из Индии впервые побывает в Шушенском. Здравствуйте всем, меня зовут Дутта Кунтак, я из Индии, из Калкутта, жаркая страна, но я вообще в России живу, в Красноярске, но сегодня я приехал в Шушенское. Шушенское – старинный поселок на юге Красноярского края. В 19 веке здесь отбывали ссылку декабристы. Но известно Шушенское стало благодаря вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Здесь революционер вместе с женой и тещей провел 14 месяцев ссылки. В доме, где он жил, теперь музей. В советские годы дом-музей Ленина стал градообразующим предприятием. В небольшом поселке построили аэропорт, речной вокзал, многоэтажные дома и парк аттракционов. В местном доме культуры выступали знаменитые артисты. Сюда ехали узнать о том, в каких условиях жил и работал великий Ленин. Так было до распада советского государства. А уже в нашем современном мире музей-заповедник позиционирует себя как музей о сибирском крестьянстве. Не все из 29 усадеб с надворными постройками подлинные и стоят на своих исторических местах. Многие были перевезены, чтобы воссоздать по фотографиям центральную часть сибирского села конца 19 века. Для сохранения тепла в доме пороги делали высокими, а притолоки – низкими. Поэтому наклоняйте головы, чтобы в качестве сувенира из музея не увезти с собой шишку. Спасибо, что все это сделали на английском языке. Что знаешь про Ленина? Ленин это был как на Советском Союзе, он был как революционер. У него мавзолей есть в Москве, рядом Кремлин. Первый раз я так, как сказать, я такой удачный человек был, что я попал самый первый раз. Кунтак уже 5 лет живет в Енисейской Сибири. Пора познакомиться с русской избой. Проходя в дом, всегда все снимали головной убор, крестились и кланялись на образа, которые расположены в красном углу комнаты, а красный угол был во всех комнатах крестьянского дома. И только после этого здоровались с хозяевами. Традиционно под красным углом ставился обеденный стол. Обеденные столы в Сибири скатертью не накрывали, а выскабливали до бела ножом. В музее есть тематические и театрализованные экскурсии о разных сферах крестьянской жизни. Можно освоить бандарное ремесло или попробовать вышить филейную скатерть. Класс. Они были изготовлены в конце 19 начале 20 века, и некоторым из них более 100 лет. Скатерти были распространены в крестьянском быту до середины 20 века, пока их не вытеснили более дешевые фабричные скатерти. Хватит смотреть, как люди работают. Пора тоже чему-то полезному научиться. Идем в гончарную мастерскую. Нас встречает Тамара Журавкова, мастер по выделке глиняной посуды. Буду сделать кружку. Посмотрим. В избах нет электричества, чтобы погружение в атмосферу 19 века было полным. Спешим посмотреть все до темноты и попасть в тюрьму. Вот так и оставим. Да нет, мы за вами вернемся.
эту камеру можно пройти, залезть на нары, посидеть. Добро пожаловать в тюрьму. Людей наказывали трудом. Заключенные ремонтировали мосты и дороги, заготавливали дрова. Чтобы не оставлять семью без рабочих рук, крестьяне старались заменить заключение штрафом. А вообще закон нарушали редко. Даже эти 3 камеры большей частью пустовали. Гостиница здесь же, на территории музея. Идем заселяться с песнями. Знаешь частушку какую-нибудь, нет? А ты знаешь частушку? Может, вы знаете? Да. Давайте. У меня Миленко 2, как и полагается, если Ваня не проводит, Колька догадается. Это как вообще жить на 19 веку вообще. Прикольно. Одно отличие от старинной избы. Здесь есть все блага современной цивилизации. Электричество, душ, телевизор и Wi-Fi. Ого! Это вообще... Как это может быть? Деревянский дом такой. Сегодня у нас 2-й день. У нас есть план, что мы пойдем в родную деревню Иван Ерыгин. Вы знаете, он рестлер был, такой советский рестлер, да? И еще мы на ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, посмотрим. Перед отъездом Кунтак доказывает, он первый парень на деревне. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Фото на память сделали, телефонами обменялись, пора прощаться. Обедаем и выдвигаемся в путь. Куда пришли? А? Саянок. Шушинская, ГЭС. Дам. Это арочная гравитационная плотина высотой 242 метра. Это сравнивать можно с 80-этажным домом. В этом году мы открыли ее для туристов. До этого экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС не было. Это был закрытый объект. Добрались до еще одного знакового места Енисейской Сибири – села Сизая, родины двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ерыгина. Спортсмен родился в большой дружной семье. У него было 9 братьев и сестер. Одна из них, Любовь, вот уже 24 года заведует музеем его имени. Музей находится в школе, которую после гибели Ерыгина построили его близкие друзья. Сам Иван Ерыгин подарил поселку часовню. Обратился он сразу к Карыгу Саркисовичу Демирханову, наш земляк, архитектор знаменитый. Он нарисовал церковь, показал Ивану небольшой рисуночек. Иван аж прослезился. Говорит, ну надо же, какая будет здесь красивая церковь. Жалко, что мама ее никогда не увидит. Взялся он ее строить буквально сразу. Часто сюда приезжал, торопил всех, как будто что-то предчувствовал. 2 года ее строил сам, а 2 года достраивали земляки. Экспозиции в музее оформлены в форме колец. Каждое кольцо – этап жизни спортсмена. Здесь собраны редкие фотографии из самых важных соревнований и семейные снимки с супругой, с детьми. Вот первая Олимпиада Ерыгина. На 9 схваток ему было отведено 86 минут. Ерыгин справился со всеми соперниками за 8 минут и 40 секунд. А эта фотография с Олимпийских игр в Монреале. Это самая тяжелая победа Ивана Ерыгина. Второе олимпийское золото он завоевал со сломанными ребрами. В этой скульптуре запечатлен коронный бросок Ерыгина. Вот такой кубок с коронным броском Ивана вручается в Красноярске на международном турнире ежегодно.
Это жалко, что наше путешествие закончилось, нам обратно ехать. Но мне очень понравилось. Приходите сюда в гости. Пока-пока. Приключения иностранцев в Енисейской Сибири продолжаются. В следующей серии «Сквозь метель» добираемся до Торгашинского хребта и на Черную Сопку.